Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать новые сообщения из Slack в Zoho CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые события из Slack в другие системы. Например, в CRM-системе Zoho создавать новые лиды, удобно хранить их, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Slack. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить сообщение. Канал». На данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Slack к системе Apex Drive. Для начала нужно указать ваш workspace. Для этого переходим в ваш личный кабинет Slack и копируем URL-адрес вашего рабочего пространства. Обратите внимание, что URL-адрес необходимо скопировать до .slack.com. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя Slack. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Выбираем чат, из которого мы будем выгружать сообщения. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые мы только что выгрузили из чата. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Slack успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Теперь необходимо указать действие «Создать лид». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Zoho CRM к системе Apex Drive. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя Zoho CRM. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе необходимо заполнить поля переменными из Slack, которые будут отправляться в CRM-систему Zoho. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho CRM». В результате мы видим, что данные по лиду из Slack сформированы в одном поле. Для того, чтобы данные передавались каждый в свое поле Zoho CRM, в системе Apex Drive необходимо создать еще один блок форматирования. Для удобства продублируем вкладку с тестовыми данными из Slack в источнике данных, для того, чтобы видеть, какие данные мы будем форматировать.
В основной вкладке создаем блок форматирования. Выбираем переменную текст. Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От» символов прописываем имя, в поле «До» символов прописываем фамилия. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Такое форматирование данных необходимо проделать со всеми данными из Slack, чтобы каждое из значений создавалось в отдельной переменной. Далее кликаем «Продолжить». Для того, чтобы данные из Slack передавались корректно, я добавлю еще один блок форматирования, чтобы удалить пробел перед текстом переменной. Выбираем только что созданную переменную текст. Выбираем действие «Удалить первые символы». Выбираем тип «Все». Количество прописываем 1. На этом этапе вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Создаем еще один блок форматирования. Выбираем такую же переменную «Текст». Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От» символов прописываем фамилия, в поле «До» символов прописываем email. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Эти настройки необходимо создать в каждом последующем блоке форматирования. Далее кликаем «Продолжить». Создаем блок форматирования и удаляем первый символ. Создаем еще один блок форматирования для переменных email и телефон. Создаем блок форматирования и удаляем первый символ. Создаем еще один блок форматирования для переменной телефон. Поле «До» символов оставляем пустым и выбираем тип «Не включать указанные символы». Создаем блок форматирования и удаляем первый символ. Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки Zoho CRM.
Удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блока форматирования. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, нажмите Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!